Глава 87. Селянь в неудержимой ярости выдернул меч из груди противника и приготовился вонзить снова, когда вдруг заметил, что на клинке не осталось ни капли крови. Его мысли моментально прояснились, поворот лезвия, и меч одним ударом снес голову юноши в белых одеяниях. Сделать это оказалось проще простого, но когда голова отделилась от тела, обе части быстро сморщились, превратившись в распластанный плоский кожаный мешок. Это тело оказалось пустым сосудом. Уже второй раз принц сталкивался с фальшивой оболочкой этой твари, истинное воплощение так ни разу и не явило себя. И хотя подобное не выходило за рамки ожидаемого, негодование селяня достигло предела, длинный меч все вонзался и вонзался в обмякшие на земле голову и тело оболочки. И даже когда острая ци меча искромсала кожаный мешок в мелкие клочки, злоба не угасла. Фэн Синь, не в силах больше смотреть, удержал принца. «Ваше высочество! Это же просто пустой сосуд!» Но выглядел этот сосуд в точности так же, как селянь в юности. Поэтому казалось, будто бы принц с особой жестокостью беспощадно расправился с самим собой. Картина в известной степени малоприятная глазу. Селянь тяжело отдышался, выронил меч и уселся на землю со словами «Я знаю». Но ведь он посмел нацепить мой облик, сей факт по-настоящему разгневал принца. Двое присели с ним рядом, через пару мгновений молчания Фэн Синь все же спросил: «Ваше высочество, ну как, полегчало? Не принимай всю ту ерунду, что это существо тебе наговорило, за чистую монету. Оно просто решило подшутить над тобой, и все». Однако селянь возразил: «Нет. То, что оно сказала, вовсе не шутка. Только Фэн Синь поразился, оно в самом деле рассказало тебе, как снять проклятие». Селянь запустил правую руку в волосы. Он не рассказал мне способ, как избавиться от поветрия ликов. Он рассказал, как его наслать. Юношей потрясли его слова. «Наслать?» Селянь кивнул, огляделся по сторонам и подумал, что на горбатом склоне оставаться все же не стоит, решив покинуть это место. Он сейчас не желал ни видеть, как украдкой смотрят на него солдаты, не слышать недовольства и причитания тех, кого поразило поветрие ликов. Поэтому селянь вернулся в императорский дворец, в пустующий много лет покой наследного принца. Закрыв дверь, селянь наконец не без труда вернул себе душевное равновесие, сел и безрадостно произнес: «Лики, которые вырастают на теле людей, это умершие души жителей Юнани. Часть из них погибла на поле брани, но в основном это те, кто умер из-за засухи». Му Цин не слишком удивился. Так вот почему людей Юнани поветрие не тронуло. Разумеется, свои не станут вредить своим же. Фэн Синь хмуро произнес: «Но ведь тех, кто погиб во время засухи, убили вовсе не жители столицы, даже если в них осталась затаённая злоба, они не должны были выплескивать ее на нас». Селянь вздохнул. «На словах все именно так, но вам ведь известно, что после смерти душа человека некоторое время пребывает в состоянии хаоса. Определенный отрезок времени после смерти душа человека похожа на новорожденного ребенка, бестолкового и невежественного, в полузабытии и полуосознанности, который не знает, кто он, где он находится и что ему делать. Срок этот может быть длинным, коротким, зависит полностью от самого человека и его удачи. И состояние это называется период хаоса. В подобной ситуации родные или любимые люди могут направлять умершие души или оказывать на них влияние. Народный обычай призыва души умершего на 7-й день и подобные поверья основываются именно на этом факте». Селянь продолжил: «Он рассказал мне, что солдаты армии Юнань испытывают сильнейшую злобу и агрессию по отношению к столице. При этом у многих из них во время засухи погибли родители, жены и дети. Умершим душам некуда больше деваться, они попадают под влияние эмоций своих родных. И он, используя обостренные эмоции тех солдат, внушил умершим душам враждебность по отношению к жителям императорской столицы Синьлэ, вынудил их обосноваться на теле живых людей, выпивая из них жизненные соки. Поскольку пока души находились в состоянии хаоса, им многократно навязывалась одна мысль: если бы не было этих людей, вы бы смогли выжить». Фэн Синь изумился, что это за дурная мысль. Как можно решать, кому жить, а кому умереть?
Селянь, закрыв ладонью лоб, произнес: ранее Лан Ин, без всякого злого умысла, похоронил тело своего сына в земле императорской столицы. Это и стало вступлением, которым существо воспользовалось, чтобы наслать проклятие. Я потребовал от него объяснения, как избавиться от поветрия, а он столько всего наговорил, только чтобы рассказать мне способ его создания. Как это понимать, знание техники сотворения проклятия вовсе не дает способа его снятия? Фэн Синь забранился: да он просто издевается над тобой. Что за ерунда, мать его, Му Цин, однако, заметил, он не издевается над тобой. Он действительно уже дал тебе способ. Селянь поднял голову, Фэн Синь развернулся, оба спросили: какой способ, Му Цин, способ решения? Его глаза сверкнули, будто бы он докопался до какой-то тайны. Проклятие сработало на душах людей Юнани, поскольку они испытывают ненависть к людям Синьлэ. Но разве на стороне Синьлэ нет такой же ненависти к людям Юнани? Селянь чуть расширил глаза, его дыхание на миг застыло. Му Цин продолжил: раз он поделился с тобой способом сотворения проклятия, в таком случае ты можешь воспользоваться им, чтобы взять око за око, зуб за зуб. Наслать поветрие ликов, которое будет распространяться только на людей Юнани. Подумай, ведь чтобы проклятие начало действовать, необходимо, чтобы его поддерживали живые люди. А если они сами заразятся поветрием, у них не останется сил ни на что другое, а может, в итоге и людей не останется вовсе, и тогда поветрие исчезнет само по себе. Селянь даже не задумался ни о чем подобном, поэтому, слушая уверенные речи Му Цина, даже немного оторопел. Спустя несколько мгновений у него вырвалось: этого делать ни в коем случае нельзя, Му Цин. Почему нельзя? Не забывай, что первыми проклятие наслали они. Селянь внезапно поднялся. Нельзя, значит, нельзя. И еще кое-что, ты ошибся вот в чем. Солдатам армии Юнань совершенно точно будет очень непросто заразиться поветрием ликов, так же, как и солдатам Синьлэ. Не спрашивай меня, почему, я, Му Цин, молниеносно парировал, тогда пускай заболеют только простые люди, это тоже хорошо. У них нет такого количества рабочих рук, они не смогут провести такие же масштабные меры против заражения, как в императорской столице. Стоит только поветрию ликов вспыхнуть среди них, недуг наверняка распространится гораздо быстрее, у них не останется сил на ответные действия. Также мы можем пригрозить солдатам безопасностью мирных жителей за их спиной, чтобы они сняли проклятие и сдались. Они просто не смогут тянуть время дольше столицы, Селянь немедля отрезал, значит, тем более нельзя. Не забывай, как мы называли их, когда они сделали своей мишенью невинных жителей столицы. Подлецами. Но если мы поступим так же, как и они, разве не превратимся сами в подлецов, которых бранили? Чем мы будем отличаться от них? Взбудораженное выражение спало с лица Му Цина. Ваше Высочество, а ты не забывай, кто ценой своей смерти завлек тебя в лапы нежных объятий. Как раз те самые невинные, о которых ты говоришь. Напоминание заставило Селяня поколебаться несколько мгновений. Откровенно говоря, не задуматься об этом было просто невозможно. Но в конце концов принц все же ответил: да, такие люди в самом деле существуют. Но лишь потому, что они всегда выбегают вперед всех, что они более всех подвержены горячему фанатизму, только они и попадаются вам на глаза. Но в действительности гораздо больше простых людей совершенно ничего не смыслят. Если почаще будешь наведываться на горбатый склон посмотреть на них, то увидишь, что многие даже не понимают, для чего нужно воевать. Идут туда, где дают пищу, просто стремятся выжить, и все. Му Цин, ты сейчас просишь меня ради спасения одних невинных людей убить других невинных людей. Он вздохнул. Я все же придумаю что-нибудь другое. Тон Му Цина чуть похолодел, в нем послышалась насмешка. С какой стати мне наведываться на горбатый склон и переживать о том, как живут простые люди вражеской стороны? Ладно, забудь. Ваше Высочество, ты всегда думаешь о других людях, но только другие о тебе не думают никогда. Ты не чувствуешь себя обычным простофилей, сердце Селяня тоскливо сжалось, он опустил голову, не говоря ни слова. Только в памяти возникла вся покрытая человеческими лицами,
и способная шевелиться даже после отсечения нога. После долгих размышлений принц покачал головой. Предположим, что я подумаю не о других людях, а только о нас самих. Проклятие — это обоюдоострый клинок, который ранит и владельца, и противника. Чтобы наслать проклятие на других, живой человек должен исполниться ненависти, а души умерших простолюдинов не найдут покоя в посмертии. Они достаточно настрадались при жизни, а после смерти им еще и придется превратиться в подобных чудищ. Ты же видел ногу того человека, эти лики, что влачат свое жалкое существование на чужом теле. Неужели им намного лучше, нежели самим пострадавшим? И когда-нибудь проклятие обернется против наславшего его, хорошего конца ему не видать. Снова и снова слушая возражения, Муцин вскоре тоже потерял терпение, покуда они не увидят хорошего конца, с твоей стороны людям его не видать и подавно. Третьего пути тебе не дано, и второго стакана воды ты не найдешь, очнись уже, ваше высочество. У тебя нет больше времени. Селянь почувствовал, как к голове прилил жар, закрыл глаза и произнес: «Пока не говори ничего, дай мне подумать». Муцин наконец не выдержал и принялся бранить его. «Ну что ты за человек такой?» Тот и терзался муками поиска решения, а когда его положили прямо перед тобой, отказываешься принять. «Ну что ты за человек? Может, хватит уже? Строишь из себя невесть что, от одного взгляда тошно. Поистине на твоих последователей свалилось невезение, которое и за 8 жизней кровью не искупить». Фэн Синь молча слушал их перепалку, не пытаясь вмешаться, поскольку не мог предложить никакой хорошей идеи. Но тут внезапно замахнулся и отвесил пощечину с криком: «Может, это тебе уже хватит?» Муцин от удара отшатнулся на пару шагов. Селянь поразился. Фэн Синь бросил ему: «Ваше высочество, не останавливай меня». Затем снова обратился к Муцину: «Чего ты взъелся? Ну-ка, скажи, от чего тебе может быть тошно? Я уже долго тебя терпел, но сегодня терпеть не собираюсь. Я, мать вашу, поистине не выношу таких, как ты. Ты же его помощник, и если бы его высочество не протянул тебе руку, еще неизвестно, где бы ты сейчас голодал и скитался. Так почему ты все время делаешь вид, будто ты самый умный? Будто ты больше всех понимаешь и вообще сильнее его? Если ты и впрямь такой способный, почему же его высочество вознесся, а ты нет?» «Муцин, я». Селянь потянул Фэн Синя за руку. «Полно, Фэн Синь». Муцин тоже обеспокоен ситуацией. Фэн Синь оборвал: «Да какое к черту беспокойство? Ваше высочество, я тебе так скажу, он просто-напросто все время ищет возможности прочитать тебе нотации, не упускает ни единого шанса показать, что он лучше тебя. Потому что в душе действительно считает, что он гораздо более способный, чем ты. Что-то я раньше не видел, чтобы этот безразличный ко всему человек так сильно любил государство Синьлэ. А теперь, стало быть, обеспокоился». Затем он снова развернулся к Муцину: «Думаешь, я не вижу, что в душе ты считаешь принца дураком? Твои вечные язвительные усмешки и то, как ты незаметно закатываешь глаза, я терпел. Что в чертогах верхних небес ты никогда не стоишь на положенном месте, я тоже терпел. Любишь себя показать. Что же, хорошо, все равно это уже не первый раз, показывай, мешать никто не будет. Все равно ты своими ничтожными попытками чашу весов не перевернешь, небо останется на месте. Раз его высочество с тобой не спорит, то и мне лень припираться. Но раз ты уже настолько обнаглел, не вини меня в том, что церемониться с тобой не стану. Слушай внимательно, и если тебе нравятся столь подлые методы, меня это не удивляет, но его высочество есть его высочество, и что бы он ни делал, будь добр, отнесись с уважением, поменьше распоряжайся и указывай. И почаще, мать твою, вспоминай, кто ты такой». Пока Фэн Синь говорил, Селянь несколько раз пытался его остановить, но, возможно, по той причине, что юноша слишком долго держал невысказанную брань в себе, все попытки принца провалились. Фэн Синь выложил все, что думал. С каждой фразой лицо Муцина становилось белей на тон, и если вначале он еще хотел броситься в драку, в конце концов остался безмолвен, только озлобленным взглядом неотрывно смотрел на Фэн Синя.
Селянь в гневе вмешался, все высказал. Может, мне стоит пинками прогнать вас обоих прочь с небес. Лицо Фэн Синя пылало ярко-красным, с первого взгляда становилось ясно, что ему в голову ударила горячая кровь. С высоко поднятой головой он ответил: «Прогоняй, если хочешь. Мне плевать. Что хорошего в должности небесного чиновника? Да если бы его высочество не выбрал меня помощником, мне она и даром не нужна. Но я, даже сверзившись с небес и став простым смертным, останусь твоим непоколебимо преданным слугой. Одно слово, и я первым ринусь в бой, больше всего мне ненавистны неблагодарные предатели. Но вот сомневаюсь я, что он, потеряв возможность искупаться в лучах твоего величия и стать небесным чином, все так же с радостью последует за тобой. Мне думается, он и словом добрым о тебе не обмолвится». Я все сказал. Му Цин, который стоял молча, поджав губы, терпел очень долго и, наконец, тоже не выдержал, забранившись в ответ: «Какие, мать твою, лучи величия! А ты умеешь выставить себя в хорошем свете? Да что ты вообще понимаешь?» Селянь вышел из себя. «А ну, заткнитесь оба! Закройте рты!» И юноши нехотя закрыли рты. Ссора вышла на удивление крупной. Тут никакая цепочка слов не поможет. Селянь, с большим трудом утихомирив собственный гнев, хмуро, будто у него разболелась голова, подытожил: «В общем говоря, проклятие насылать никак нельзя». Му Цин холодно усмехнулся, но все же ответил: «Последнее слово за тобой». Фэн Синь отозвался коротко и ясно: «Мы послушаем тебя». На лице Му Цина вновь отразилось спокойное безразличие, но какими бы ни были последствия, вашему высочеству наверняка придется столкнуться с ними лично. Фэн Синь негодующе фыркнул, но промолчал. Селянь в ответ произнес: «Разумеется». Я уже подумал, но только принц это сказал, все трое ощутили сильнейший толчок, который заставил их покачнуться. Селянь потрясенно воскликнул: «Что случилось?» Фэн Синь сообразил первым. Земля содрогнулась, а стоит земле содрогнуться, непременно погибнут люди. Селянь выкрикнул: «Спасайте людей!» Неожиданно, когда троица бросилась к выходу, из-под кровати принца торопливо выкатился человек, который протянул к нему руки с криком: «Мой брат! Мой брат, не оставь меня! Возьми меня с собой!» Увидев его, Селянь поразился еще сильнее. «Цзэжун, что ты делаешь в моих покоях?» Но разве он мог понять все странности Цзэжуна, когда тот целыми днями слонялся повсюду в поисках хоть чего-то, связанного с селянем? Неизвестно, сколько юноша прятался там, подслушивая, тише воды, ниже травы. Но сложившееся опасное положение не позволяло тратить время на расспросы. Селянь схватил Цзэжуна и бросился прочь. Выбежав из своих покоев, он бросил Цзэжуна на открытом месте. Во дворце уже царил полный хаос, бесчисленные его обитатели выбегали из роскошных покоев и залов, истошно вопя. Селянь повысил голос: «Кто-нибудь поранился?» Никого не завалило. К превеликому счастью, совсем скоро содрогание земли прекратилось. Расспросив людей, принц убедился, что, похоже, никто не пострадал. Но все же его сердце было не на месте. И вдруг снова раздался пронзительный вопль, люди указали на небо за его спиной. Селянь рывком обернулся, его зрачки резко сузились. В самом центре территории императорского дворца стояла грандиозная и великолепная пагода, которая прямо в эту секунду медленно клонилась набок. Небесная пагода вот-вот упадет. Полностью небесная пагода именовалась пагодой небесного божества. Возведенная несколько сотен лет назад, она являлась одним из символов императорского дворца Синьлэ, а также самым высоким строением в столице. Расположенная в самом центре императорского дворца и всего города, пагода считалась достопримечательностью. Если она упадет, раненым и погибшим не будет числа. И обитатели дворца, и люди на улицах за его пределами, как оголтелые, бросились в рассыпную, испуганные пуще прежнего. Селянь же сразу сложил правой рукой несколько магических пассов и воскликнул, обращаясь в направлении горы Тайцан: «Сюда!» Пагода тем временем непрерывно наклонялась, и когда наклон достиг 1/3, люди внезапно ощутили новое содрогание.
Вибрация снова шла от Земли, однако отличалась от землетрясения, толчки поступали один за другим, в собственном ритме, к тому же раз за разом ускорялись и приближались. Когда пагода накренилась еще сильнее, все наконец поняли, толчки оказались шагами. Окруженная ореолом золотых лучей, огромная золотая статуя более 5 джанов в высоту, сжимая в одной руке меч, в другой держа цветок, широким шагом стремительно направлялась в сторону императорского дворца. Кто-то изумленно воскликнул: «Это же статуя наследного принца из дворца Синьле в монастыре Хуанцзи». И действительно, все больше людей узнавало статую, и правда. Именно та золотая статуя. Смотрите, она спустилась сюда с горы Тайцан, каждым шагом золотое изваяние преодолевало несколько джанов, но при этом никого не раздавило. С гулким грохотом статуя влетела за ворота императорского дворца и одним движением подхватила накренившуюся небесную пагоду, остановив падение. Сверкающая в лучах заката статуя, переливаясь золотым блеском, подняла обе руки и в одиночку невероятным усилием удержала грандиозное строение от разрушения. Чудесная картина потрясла воображение, люди внизу вытаращили глаза и пораскрывали рты, вне себя от удивления. Селянь же медленно опустил руки, поднял голову и посмотрел на божественное изваяние. Принц увидел исполненные в золоте прекрасные и спокойные черты лица и на короткий миг ощутил, как затуманилось сердце мимолетной растерянностью.